Похороны – это обряд, действо, которым, согласно православным канонам, завершается земная жизнь человека. Этот день стал печальным для семьи мистера Дэвида Миллера, когда близкие друзья и соседи собрались, чтобы проводить замечательного человека в последний путь. Шоком стало для всех, когда волк подошел к гробу и укусил мужчину за шею. Причины такого поведения волка оказались еще более ошеломляющими. Мистер Дэвид Миллер, пожилой мужчина, проживал в Айдахо. Он вырос в этом городе и почти никогда не покидал его, за исключением периода военной службы. После нескольких лет службы он ушел в отставку и жил один. Он проживал на окраине города и часто сидел по вечерам на своем крыльце, любуясь закатом. Дэвид предпочитал одиночество, он был добрый и приветлив со своим соседем, но всегда сохранял определенное расстояние. Его единственным компаньоном был маленький мальчик по имени Уилл, который жил в соседнем доме. Дэвид ласково называл его малыш и часто угощал ребенка сладостями. С ним он делился историями о своих военных подвигах, ведь мужчина был врачом, помогавшим раненым солдатам на поле боя. После долгих лет службы на войне Дэвид вернулся домой, но ему не хватало захватывающих сцен. Так старик вел тихую жизнь с простыми привычками. Каждое солнечное утро он выходил на прогулку, наслаждаясь свежим воздухом, а затем наслаждался чашкой утреннего, травяного чая перед тем, как провести день, погруженный в чтение на своем крыльце. Иногда он выходил, чтобы побеседовать с соседями, а иногда просто сидел, наблюдая, как медленно течет время. Люди знали его как человека, любившего тишину, поэтому редко беспокоили его. Наша история начинается с распространившихся по городу слухов. Некоторые утверждали, что в лесу поблизости бродят волки. Дэвид тоже слышал эти истории и решил держаться подальше от леса. Он не испытывал страха, но предпочитал не вступать в конфликт с волками или браконьерами. Он знал, что слишком стар, чтобы убежать, если что-то случится, поэтому не хотел рисковать. Пожилой мужчина сидел на своем крыльце, испытывая глубокое удовлетворение к своей жизни. Дэвид был убежден, что вся жизнь, включая диких животных, заслуживает защиты. Когда некоторые его соседи приняли решение охотиться на волков во имя собственной безопасности, он высказал свое неодобрение. К сожалению, его мнение было проигнорировано, и охота началась. Однажды поздним вечером мистер Миллер сидел на крыльце и услышал какой-то шорох в своем сарае. Сначала он не был уверен, но решил взять фонарик и пошел проверить. То, что он увидел, оказалось совершенно неожиданным. Большой волк спокойно сидел среди коробок. Страх вначале овладел им, но затем пожилой мужчина понял, что волк не представлял опасности. Позже он увидел огнестрельное ранение на ноге, из которой текла кровь. Дэвид взглянул на волка и понял, что животное было слишком слабое, чтобы двигаться, не говоря уже о том, чтобы прыгнуть и напасть на него. Он просто не мог позволить ему умереть таким образом. Когда Дэвид собирался подойти к зверю, услышал шум, кто-то стучал в дверь. Волк зарычал, и Дэвид попросил его быть тихим. Старик вышел из сарая, прикрыв за собой дверь. На его крыльце стояли трое молодых людей. Они спросили мистера Миллера, видел ли он волка, пробегавшего мимо, поскольку он обычно сидит снаружи, читая книгу. Мистер Миллер ответил, что был занят дома и ничего подозрительного не замечал сегодня. Старик осторожно открыл дверь и обнаружил волка там, где его оставил. Подойдя ближе, он увидел, что волк тяжело дышит и болезненно скулит. Казалось, он понимал, что человек хочет помочь ему. Бывший доктор осмотрел его лапу, извлек пулю и перевязал рану чистым бинтом. В последующие несколько дней он кормил волка в сарае и обрабатывал рану. За это время у них появилась глубокая связь. По ночам мистер Миллер подсаживался к волку, лаская его шерсть, чтобы убедиться, что зверь чувствует себя комфортно. Он был осторожен, чтобы соседи не заметили животное. Для тихого и уединенного человека это было несложно. Однажды ночью волк почувствовал, что у него хватает сил, чтобы встать на лапы. Пожилой мужчина проводил его в лес и отпустил. Хищник немного колебался, но затем убежал.
Каждую неделю они встречались ночью в сарае старика, где тот кормил волка. Со временем его визиты становились все более редкими, но их встречи никогда не прекращались полностью. Дэвид понимал, что жизнь возвращается к обычному ритму, и считал, что так и должно быть. Мистер Миллер обычно сам совершал все покупки, но в одно неспокойное утро, спустя несколько месяцев после первой встречи с волком, он почувствовал сильную усталость и попросил своего молодого друга Уилла помочь с покупками. Он написал список и вручил его мальчику, который отправился в магазин за продуктами. Мальчик был рад помочь другу и обещал все купить. Вернувшись, Уилл увидел, что старик лежит на полу, и он вызвал скорую помощь. К сожалению, мужчина больше не дышал. Его доставили в местную больницу, где он был признан мертвым. Весь город был опечален известием о смерти старика Дэвида. Хотя большую часть своей жизни он провел в одиночестве, он оставался постоянной опорой для соседей. Он был дружелюбен и отзывчив ко многим людям, и в день его похорон соседи и друзья собрались, чтобы проводить мистера Миллера в последний путь. Когда над гробом читали прощальные слова, внезапно ворвался волк и подбежал к гробу. Не прикасаясь к мужчине, он просто стоял неподвижно рядом с ним около минуты, а затем укусил его и убежал обратно в лес. Удивленные присутствующие не могли понять, что произошло. Но тут мужчина резко поднялся из гроба. Люди были в шоке и не могли в это поверить. Доктор, находившийся среди них, объяснил, что укус волка фактически спас жизнь старому Дэвиду, открыв дыхательные пути и облегчив его страдания. Мистер Миллер не умер, на самом деле у него был анафилактический шок. Тем утром он поел французский тост с пшеничными отрубями, что вызвало у него сильную аллергическую реакцию, закрывшую дыхательные пути и вызвавшую состояние, похожее на смерть. К сожалению, маленький Уилл не был в курсе аллергии своего друга. В прошлый раз, когда мальчик посещал супермаркет, он принес старику этот хлеб, не зная о его аллергии. Когда Дэвид пришел в себя, его друзья рассказали ему, что произошло. Старик постоянно спрашивал о волке. Спустя несколько недель мистер Миллер вернулся домой из больницы, надеясь снова увидеть своего друга. И его молитвы были услышаны. В тихую ночь он увидел, как волк смотрит на него из кустов. Он бросился к волку и обнял своего верного друга, благодаря его за спасение жизни. Животное нежно лизнуло лицо человека, прежде чем убежать в лес. Дэвид больше не видел этого волка, но никогда его не забывал. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.